Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня мы уделим внимание нашему 25 сентября. Поговорим, что это за день, какую важную информацию этот день несет. Также сегодня у нас суббота, а значит мы с вами можем проделать определенные практики на привлечение изобилия, достатка и благополучия в нашу жизнь. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете для себя много полезной и важной информации на этот день. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Итак, сегодня 25 сентября у нас убывающая с вами Луна, третья четверть, и сегодняшний день называется баланс. Это важный день для всех, кто хочет проявить себя и доказать себе, на что он способен. Например, вы можете сегодня научиться говорить «нет» на работе и не работать за троих. Это очень важно. И очень важно сегодня этот день для удачи во всех сферах. Поэтому обязательно ставьте себе определенные задачи и думайте, как вы их будете реализовывать. А вот Девы и Весы, уважаемые наши знаки зодиака, именно вы, для Дев начнутся проверки от Вселенной насчет денег, обращаем ваше внимание, Девы, а вот для Весов начнутся проверки насчет именно отношений. Должны вы также понимать, что сегодня одного достаточно неосторожного слова или взгляда для развития скандала. При этом этот скандал начнется сначала, будет маленький, перерастет что-то в глобальное. Поэтому сегодняшний день является проверкой нашей стойкости, наших жизненных ценностей и достижений. Слабые в этот день становятся еще слабее, а сильные сильнее. Вы знаете, происходит такой своеобразный тест на выдержку и реакцию на трудности. Девизом этого дня можно смело назвать высказывание: «То, что нас не убивает, делает нас сильнее». И действительно, те, кто проходит проверку в эти лунные сутки, поднимаются на новый уровень. Даже если вы считаете, что вы не способны справиться с натиском энергии лунных суток, мы рекомендуем вам пройти это время с достоинством и смелым взглядом на трудности. Обращаю ваше внимание, что сегодня старайтесь уравновешивать свои действия и ум. Не отождествляйтесь со своими эмоциями и страхами. Не поддавайтесь иллюзиям и будьте милосердными и чуткими, несмотря на то настроение, которое распространяется вокруг. Старайтесь провести день так, как бы вы хотели проводить время всегда. Вы знаете, у вас в этот период снимается ксерокопия ваших мыслей, которые будут у вас в голове в это время, будут реализовываться в течение всего последующего лунного месяца. Конечно, выполнить это может быть достаточно трудно, но постараться определенно стоит. Если вам нечем заняться сегодня, проведите дома капитальную уборку, избавьтесь от ненужных вещей. Вытрите пыль там, куда вы очень редко заглядываете. Любая уборка в это время обновит энергию вашего дома и освободит место для лучших вибраций. В некотором роде эти лунные сутки благоприятны, и все зависит только от того, какие выводы вы готовы сделать, и пойдете ли вы на поводу своих иллюзий и слабостей или нет. В любом случае, старайтесь ограничить себя от необдуманных действий, таких как, например, займ денег в долг. Сегодня не спешите отправляться в путешествие, но если уж так вышло, что вам ехать надо, то планируйте все заранее, так как созвездие этого дня славится пробками и дорожно-транспортными происшествиями.
Обязательно сегодня, 25 сентября, проверяйте продукты, которые вы употребляете в пищу, так как велика вероятность отравлений. В целом, в еде лучше себя ограничить. Переедание чревато недомоганием. Если вас сегодня потянуло на творчество, не сопротивляйтесь порыву. Благоприятно заниматься садоводством. Уделите обязательно внимание деткам. Как мы уже сказали, сегодня рекомендуется уборка. И особенно для тех людей, если у вас сегодня не самый благополучный период относительно финансов. И вы сегодня можете проделать вот простую практику. В субботу вымыть полы во всем доме. Далее в водичку добавьте немного корицы или лаврового листа. И проговаривайте то, пока моете пол, что богатство и благополучие входит в ваш дом и остается. Обязательно сегодня в субботу важно впустить в свой дом и в свою жизнь приятное обновление и активизировать поток энергии. Для этого утром рекомендуется на несколько минут открыть в своем доме все окна и двери, мысленно пожелать себе и семье своей богатства и удачи. И именно в субботу вы выбрасываете сломанные и просто ненужные старые вещи, так как в вашу жизнь быстрее начнет входить что-то новое и хорошее. В том числе будет легче продвигаться и финансовые вопросы. Но сегодня ни в коем случае не рекомендуется агрессивное вождение. Сегодня, в этот день, 25 сентября, вы можете провести одну практику, потому что, как вы уже поняли, сегодня благоприятно очищать свой дом, поэтому вы в воду можете добавить настой полыни и, вытирая пыль, убирая грязь, представляете, что из своей жизни вы убираете печали, невзгоды, болезни и неприятности. После уборки сядьте в позу для медитации и представьте, как свет солнца заполняет все комнаты вашего дома и очищает все своим светом. Сны могут сегодня оставить неприятный осадок и быть устрашающими, однако они могут и показать вам то, чего вы никогда о себе не знали. И именно сегодня, в этот день, обязательно произнесите следующие слова в любое время, когда вам будет удобно. Главное, чтобы у вас было прекрасное настроение. А слова следующие. Когда я трачу деньги, я помогаю другим тоже создавать богатство. Все деньги, которые я трачу, помогают другим людям и возвращаются ко мне в умноженном количестве. Также вы должны знать, что сегодня очень важно показать себя миру. Это может быть, например, и пение в караоке, или, возможно, вы любите выставлять посты в Инстаграме, или можете сделать осеннюю фотосессию в парке для себя любимой. Девиз этого дня: проявляем и еще раз проявляем себя, пытаемся открыть себя настоящего. А вот близнецы и львы, вам звезды сегодня рекомендуют очень активно проявлять себя. Также сегодня, друзья, обращаем ваше внимание, что завтра, 26 сентября, дата сильной общей денежной стрижки. Обращайте на это внимание.